Роберт Скотт в своем отчете писал, что на глубине более 40 метров подо льдами Антарктиды его экспедиция обнаружила загадочные и странные помещения. Всем привет! С вами Финнимор. Скотт со своими спутниками с трудом сумели отодвинуть несколько ледяных пластин, и перед их взорами предстала настоящая стальная лестница, состоящая из металлических труб, которая уходила круто вниз. Удивлению англичан не было предела. Они долго не могли решить, спускаться им туда или нет, но все же любопытство взяло верх, и они рискнули. На стыке двух прошлых столетий появилось такое понятие, как антарктическая зимовка. Поэтому в 1903 году в Антарктиде была создана первая гидрометеостанция. Тогда же к берегам материка прибыла английская экспедиция, которую возглавлял Роберт Скотт. Путешествующий на хорошо оснащенном судне под названием Discovery, исследователь Роберт Скотт пришвартовался к берегам Антарктиды. Он исследовал ледник Росса, открыл полуостров Эдуарда VII. Затем по западному краю континента дошел до 82 градуса 17 южной широты, собирая богатый материал для геологов, ботаников, зоологов и географов. Экспедиция Скотта и его друзей предприняла попытку проникнуть вглубь ледяного материка, но историки считают, что это им, увы, сделать не удалось. Эта экспедиция была провальной, но в то же время достаточно странной и загадочной. Во время одного из санных переходов, уже в глубине материка, в 40-50 километрах от побережья, неожиданно Скотт обнаружил скалу, на самой вершине которой был прорублен хорошо оборудованный лаз, оказавшийся тщательно замаскированным толстыми пластинами, сделанными изо льда. Изумленные, скорее пораженные увиденным, Скотт со спутниками с трудом сумели отодвинуть несколько пластин, и перед их взорами предстала настоящая стальная лестница, состоящая из труб, которые вели глубоко вниз. Удивление англичан увеличивалось с каждой секундой. Они долго не могли решиться спуститься, но все же рискнули. Скотт затем в своем отчете писал, что на глубине более 40 метров его экспедиция обнаружила странные помещения, в которых кем-то неизвестным была в буквальном смысле этого слова оборудована целая продуктовая база из разнообразных мясных продуктов. Недалеко, в специальных контейнерах, лежала аккуратно сложенная штабелями теплая одежда. При этом одежды такого фасона и такого качества ни сам Скотт, ни тем более его помощники нигде не встречали. Несмотря на то, что к этой очень дальней и далеко не безопасной экспедиции они готовились обстоятельно, особенно в вопросах о специальной зимней экипировке. На этом удивление членов экспедиции не закончилось. При более тщательном изучении вещей на одной из найденных курток была обнаружена сохранившаяся этикетка, на которой было написано «Елисей Матвеев, Екатеринбургская пошивочная артель». Дальнейший осмотр этой странной одежды привел к однозначному выводу, что все товарные этикетки были очень тщательно срезаны, видимо для того, чтобы никто случайно не узнал настоящих имен хозяев. Эту единственную этикетку, забытую и оставленную на одежде, видимо по чьей-то халатности, Скотт аккуратно срезал и забрал с собой. Об этом он сделал запись в своем журнале. Конечно, путешественники до конца не поняли, что конкретно может означать эта этикетка и что делали русские на ледяном континенте. Поэтому они, не скрывая своего удивления, не рискнули углубиться дальше, а решили идти обратно. Пройдя больше 15 километров, половину пути до своего лагеря, один из спутников Скотта высказался о том, что им надо было взять с собой немного из обнаруженной продуктовой базы, ведь их запасы были уже на исходе. Его поддержали остальные, но Скотт посчитал это весьма непорядочным и, главное, совсем неразумным. Ведь кто-то неизвестный заготавливал эти припасы для себя, никак явно не рассчитывая, что его запасами могут воспользоваться незваные гости. Хотя, вероятнее всего,
На это решение Скотта повлиял взявший над ним верх страх, смешанный с ужасом. Вернувшись на Большую Землю, экспедиция Скотта долго не решалась рассказывать общественности о найденном складе, оборудованном таинственными русскими, в далекой ледяной пустыне. Но вскоре, в своем окончательном рапорте о работе экспедиции, Скотт все же очень подробно написал о своей находке. Как ни странно, но через некоторое время эти материалы, поданные в географическое общество Англии Скоттом, таинственным образом вдруг взяли и просто исчезли. Спустя несколько лет после экспедиции Скотта, Шеклтон, другой английский исследователь, в 1907-1909 годах тоже направился к берегам Антарктиды. Однако на Южном полюсе он его не обнаружил, указанного в отчете Скотта, хранилища с теплыми вещами и продуктами. Скорее всего, он не нашел этой точки по координатам, которые лично сообщил ему Скотт. Возможно, таинственные хозяева этого погреба сменили местоположение своего хранилища после того, как их запасы были обнаружены экспедицией Скотта. Но как бы то ни было, не доходя каких-то 178 километров до полюса, с экспедицией Шеклтона начали происходить очень странные и загадочные вещи. Позже Шеклтон в своих дневниках пишет о том, что внезапно началась страшная снежная буря. Во время этой, длившейся несколько часов жестокой бури, потерялся один из членов его экипажа Джерли. Однако, неделю спустя он каким-то чудным образом нагнал своих товарищей. Удивительно, но при этом бедняга вовсе не выглядел измученным или изможденным. Джерли рассказывал о каком-то глубоком котловане, где из-под земли били горячие ключи. Там жили птицы, росли густые травы и цвели огромные деревья. Джерли говорил, что на эту котловину набрел вслепую, случайно. Он решил провести там целый день, чтобы восстановить свои силы, а после отправился догонять ушедших далеко вперед товарищей. Но никто из членов экспедиции, конечно, до конца не поверил Джерли, считая, что это, скорее всего, была какая-то сильная галлюцинация. В следующий раз Роберт Скотт направился в Антарктиду уже в 1911-12 годах. В 1912 году экспедиция, возглавляемая Скоттом, достигла Южного полюса. Однако, уже на обратном пути, в нескольких километрах от своего базового лагеря, буквально все путешественники трагически погибли. Гибель их до сих пор считается загадочной. Тела, а затем и записи с дневниками погибших нашли лишь спустя много времени. В их палатке сохранилась и уникальная находка экспедиции – образец с отпечатками редкого и древнего ископаемого – Глоссоптерис, растения, характерного только для флоры Гондваны. И это еще одно доказательство в пользу гипотезы о существовании очень древнего мегаконтинента, в состав которого входила когда-то и сама Антарктида. При этом самым удивительным оказалось не это, а совсем другое. В процессе поиска пропавшей экспедиции в их лагере случайно была обнаружена странная записка, написанная на английском языке. В ней сообщалось, что Скотт со спутниками сорвались в ледяную пропасть, а снаряжение со всеми продуктами экспедиции попало в расселину, из которой их не смогли достать. В записке также говорилось о том, что все полярники могут погибнуть, если им срочно в ближайшие несколько дней не окажут помощь. Непонятно почему, но никто не захотел или просто не придал значения этой весьма важной записке. То ли сочли ее неуместным розыгрышем, то ли глупостью одного из членов экспедиции, у которого совсем сдали нервы, то ли и вовсе приветом от лукавого. Вполне вероятно, что все просто списали на галлюцинации. Странно, конечно, потому что в записке было указано точное место, где находятся пострадавшие. А когда, наконец, замерзшие тела Скотта и его товарищей были найдены, то в одном дневнике была обнаружена весьма странная запись о том, что экспедиция действительно осталась без продуктов. Самочувствие у всех было очень скверное. Укрыться удалось им в созданной снежной пещере. Еще путешественник пишет о том, что, проснувшись, они обнаружили у входа в пещеру достаточно приличный запас еды, мясные консервы, сухари, что самое удивительное – несколько брикетов замороженных абрикосов, а также нож для открывания консерв. В дневнике отчетливо читалось удивление между строк.
потому что неизвестно, каким таким образом все это могло появиться у входа в их самодельную снежную пещеру. Ни Скотт, ни его товарищи, конечно же, не знали, как это произошло. Конечно, понятно, что сухарей с абрикосами не хватило им надолго. Все продукты закончились спустя несколько дней. Очевидно, те, кто пытались помочь Скотту и его друзьям, были уверены, что за оказавшимися в таком трудном положении путешественниками обязательно придут на помощь их соотечественники, которым стоит лишь прочесть оставленную записку. Но, к сожалению, этого не случилось. Вернувшись домой, члены спасательной команды, наслышанные о том, что покойный Скотт еще после первой своей экспедиции в Антарктиду подавал подобный отчет в Географическое общество Англии, где писал о своей весьма загадочной находке. Они стали искать этот документ, но все было бесполезно, так как отчет Скотта просто пропал. Кто же были эти странные существа, которые явно не хотели, чтобы их увидели участники экспедиции, но в то же время они пытались хоть как-то помочь путешественникам? Было установлено, что до Южного полюса экспедиция Скотта добралась 18 января 1912 года, потеряв за весь путь всего лишь одного человека. Но двигаясь обратно, уже по новому маршруту, проходившему через зону магнитного полюса, путешественники, судя по их записям в дневниках, подверглись тяжелейшим испытаниям. Кроме природных бурь с непогодой, являющихся наименьшим из зол, они столкнулись со странными и совершенно необъяснимыми мистическими аномалиями. Видимо, из-за этого все члены экспедиции стали погибать один за другим. Согласно официальной версии, Скотт с товарищами погибли по причине того, что просто сбились с пути. Их измучила настигшая непогода, а затем они остались без какого-либо продовольствия. Но очень многие склонны думать по-другому, хотя доказательств обратного не было. Следующая экспедиция, которая пережила в Антарктиде необъяснимую трагедию, была американская экспедиция, стартовавшая со станции Медуэй. Итак, эта экспедиция отправилась в Антарктиду в 1962 году, хорошо оснащенная самым совершенным и современным на то время оборудованием. Что с ними произошло, знают, наверное, всего несколько человек, потому что все события об этом походе были немедленно строго засекречены. Известно только, что больше половины участников этой экспедиции попали в психиатрические клиники. Так что же случилось там на самом деле? Может, американцы, как и русские, повстречались с огненными шарами, убивающими одним своим прикосновением? А может, не обошлось без происков таинственных чудовищ Антарктиды? Американский исследователь Рой Кристофер назвал этих чудовищ плазмозаврами. Именно они и есть те шароубийцы, которые в конце 50-х годов сыграли с русской экспедицией злую шутку. Об этом я вам подробно рассказывал в своем прошлом выпуске. Но то, что Антарктида неохотно расстается со своими тайнами, это точно. И нам с вами предстоит раскрыть их вместе. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.